Друзья, приветствую вас. Ну вот, наступил наконец-то Новый год, с чем вас и поздравляю еще раз. Хотел с вами пообщаться, но, к величайшему сожалению, выход в прямой эфир для меня чреват тем, что будет хакерски взломан мой канал. Поэтому я в настоящий момент не готов к тому, чтобы проводить эфиры. И это единственная причина, почему я не выхожу в прямые эфиры. Поэтому я решил выпустить видео. Но видео какого плана? Я не буду здесь перечислять новости, проводить технический, графический, фундаментальный и так далее анализ. Я хотел поговорить о вещах, которые являются основополагающими. И я уверен, вам интересно будет подумать над тем, что я скажу. Возможно, как-то, скажем так, переосмыслить, в чем-то изменить свою точку зрения. Ну а в чем-то, может быть, не согласиться и плюнуть в монитор и сказать, что ты несешь. Это, в общем-то, право каждого человека. И я считаю, что чем более у человека независимая и взвешенная позиция, тем, во-первых, лучше для него самого, и тем быстрее наступит прекрасный новый мир. Итак, давайте сегодня мы поговорим на такую важную вещь, как трейдинг, инвестиции. В чем отличие трейдинга от инвестиций? И что нужно делать для того, чтобы преуспеть в трейдинге, в инвестициях и вообще во многих других аспектах жизни, которые, возможно, даже с финансовым, с фондовым рынком не связаны. Опять же, я никого ни к чему не призываю, никого ничему не поучаю. Я лишь излагаю свою точку зрения, свое видение. Вы можете с этим согласиться, можете не согласиться. Я не хочу, чтобы со мной кто-то просто тупо брал и соглашался. Я считаю это неправильно. Каждый человек любую информацию, любые события, которые происходят, должен пропускать через себя и извлекать из этого максимально полезный опыт, анализировать, взвешивать и в дальнейшем действовать, исходя из того, какую информацию он получил или какие события случились в его жизни. Я считаю это ключевой постулат, которому всегда нужно следовать. Не надо, скажем так, услышав какую-то идею или какую-то мысль или какую-то теорию, ее просто брать слепо на вооружение и безоглядно использовать. Ну, давайте, наверное, начнем с ключевого момента. У каждого человека есть свое определенное предназначение. То, что каждый из нас делает лучше всего. То, от чего горит душа, то, к чему каждый стремится и хочет этим заниматься. Для того, чтобы это понять и осознать, не нужно там на какие-то курсы там Тони Робинсона и других открывателей глаз ходить, тратить время. Вот, достаточно, просто прислушаться к самому себе, к тому, какие есть устремления, что доставляет радость, что получается лучше всего и так далее. Я абсолютно не открываю Америку, я считаю, что человек должен прежде всего исходить из того, к чему у него лежит душа. Потому что тогда он затрачивает минимум усилий к тому, чтобы добиться в этом успеха. Это ему доставляет радость, и он достигает очень больших высот в этом деле. Далее я хотел бы остановиться на краеугольном камне. Что такое инвестиции и что такое трейдинг? И в чем, с моей точки зрения, между этими двумя понятиями очень существенное отличие, я бы даже сказал, пропасть. Инвестиция – это когда вы во что-то долгосрочно вкладываете. Здесь ваш бизнес, ваша концепция заработки денег заключается в том, что вы берете какую-то компанию или какую-то идею в силу ваших личных причин. Например, вы работаете в этой сфере, вам это интересно. Вы верите в это и вы долгосрочно покупаете, например, акции какой-то компании, вкладываете деньги в какой-то бизнес, который вам понятен, интересен и так далее. И все. То есть здесь все ваши действия, они сводятся к тому, что вы вошли в этот бизнес. Каким образом? Это вопрос технический. Акции, покупка пая, покупка там, доли в ООО, там, иное какое-то, скажем так, вхождение там, по договоренности и так далее. Главное, чтобы его можно было в любой момент монетизировать. Вот. Соответственно, то есть вы входите на долгий срок, вы понимаете этот бизнес, вы им занимаетесь, вы им дышите. Соответственно, здесь вопрос относительно того, какой сигнал и когда продавать, он стоит в наименьшей степени. Здесь как бы вы действуете как бизнесмен. Вы вошли в какой-то проект, в какое-то предприятие.
вопрос входа, повторяюсь, он технический. Это покупка пакета акций, там покупка оборудования, организация производства и так далее. Отсюда вытекают все особенности, с моей точки зрения, инвестирования. И поэтому, когда вы инвестируете, вы выступаете как бизнесмен, который производит капитальные вложения. Он их, конечно же, отслеживает, он их как-то корректирует, он может в какой-то момент выйти. Но здесь у него есть четкое понимание того, как и что он с этим будет делать. Он может изначально ставить цель продать это выгодно, там, допустим, в 10 раз дороже. Или вообще не продавать. То есть ждать, когда этот бизнес вырастет, и жить с процентов, которые ему приносит прибыль, дивиденды и так далее. Но в любом случае, с моей точки зрения, то, что называется инвестициями, пакетом инвестиций, инвестиционное приобретение акций, это сродни ведению бизнеса. Когда вы говорите «я инвестирую», с моей точки зрения, опять же, таким образом вы выступаете как бизнесмен, который открывает какое-либо предприятие, либо входит в его состав. И в этом, с моей точки зрения, является кардинальное отличие инвестирования от трейдинга. Это принципиально разные вещи. Трейдинг же это по сути война, это дуэль. То есть инвестиции это когда вы выступаете как, условно говоря, утрированно, строитель, земледелец, капиталист и так далее. Трейдинг это война. То есть вы захватываете, вы отбираете у кого-то то, что ему принадлежит. И с моей точки зрения именно в этом кардинальное отличие инвестиций от трейдинга. Потому что одно в своей основе лежит, имеет производство прибавочной стоимости, ее прирост, а в дальнейшем с ее прироста либо продажа, либо получение дивидендов, либо получение прибыли в иной форме. Трейдинг рассчитан на то, что вы у кого-то что-то забираете. И это, с моей точки зрения, является кардинальное отличие, которое нужно принимать в расчет. Почему я говорю, что это кардинальное отличие? Потому что люди по своей природе могут отличаться. У кого-то в силу его каких-то психологических глубинных особенностей в большей степени заточка на то, чтобы что-то производить, создавать прибавочную стоимость. То есть он по своей природе бизнесмен, который должен организовать бизнес и в нем находиться. Ну или купить, допустим, пакет акций и отслеживать. Кто-то по своей природе, он боец. Он нацелен на то, что каждый день там, или раз в неделю он, соответственно, в это дело входит и извлекает из этого прибыль. Ну, либо если он совершил ошибку, то он, соответственно, теряет. От этого никуда не деться. Потому как любая деятельность, которая связана с извлечением прибыли, она может как принести прибыль, так принести и убытки. Далее, такой очень важный момент, который, с одной стороны, он действительно жизненно важен, с другой стороны, он часто становится объектом спекуляций и внушением. По поводу того, какое количество людей в трейдинге, ну или в инвестициях, потому что часто в сознании общества это одно и то же, какой процент людей преуспевает, какой ничего не зарабатывает и какой теряет. Даются разные цифры, что на фондовом рынке зарабатывает от 1 до 10%. Остальные либо теряют, либо в лучшем случае остаются при своих. Да, во многом это очень часто ситуация такова. Рынок очень жесток, он очень беспощаден и он молниеносен в своем действии. То есть если вы, например, открыли какой-то магазинчик и купили товар, то вы какое-то время работаете, даже если вам, предположим, прибыль это не приносит, но вы в любом случае ограничены в действиях. Вы не можете взять все сразу распродать и убежать. А здесь вы можете нажать кнопочку еще распродать. Потом купить, когда вам показалось, что паника, ужас ушли. Потом опять продать. И совершать эти хаотичные движения бесконечно долго. В этом и есть риск рынка. То, что человек, если он поддается эмоциям или не понимает, он может все потерять. К сожалению, этот риск есть, и закрывать на него глаза нельзя. Но также абсолютно глупо и бессмысленно вводить запреты и говорить людям, что они и как должны делать. Потому что, с моей точки зрения, человек, когда ему исполнилось 18 лет, он полностью несет ответственность за то, что он
делает и за что он добивается, либо что он теряет. Итак, по поводу процента выживших. То есть есть такая статистика очень печальная, что люди, которые приходят на фондовый рынок, реально зарабатывают деньги от 1 до 10%, но не более 10%. Там разные цифры, у кого-то кто-то дает 2, кто-то дает 5. И поэтому рынком заниматься опасно. Да, рынком заниматься опасно, и я с этим не спорю. Но с другой стороны, давайте подойдем объективно к этой ситуации. Вот возьмем, например, спорт. Каждый из нас в школе, в детском саду, в институте, просто в дальнейшей взрослой жизни занимался спортом. Кто-то бросил, кто-то занимается до сих пор. Вот сами скажите, сколько людей из тех, которые занимались спортом, ну, например, боксом, или лыжами, или бегом, сколько из них стали профессиональными спортсменами и чемпионами, и олимпийцами? Много? 1%, 2%, 10%? Я думаю, меньше 1%. И любое дело, если вы им занимаетесь профессионально, если вы им горите, если вы вкладываете в него всю душу и время, вы рано или поздно добьетесь успеха. И вы попадете в тот маленький процент людей, которые преуспели и выиграли. Это касается любого спорта, любого бизнеса, любого дела. И поэтому, да, в трейдинге многие люди теряют, но это как раз связано с тем, что не все способны идти до конца. Почему люди не идут до конца, не добиваются успеха? Ну, по разным причинам. Во-первых, кому-то это не дано, и кто-то понимает, что ему это не дано. Это, наверное, наиболее распространенная причина. Ну и, собственно говоря, иногда бывает так, что точка, когда человек все теряет, она становится критичной, и он после этого уже ничего не может физически делать. Здесь еще какой момент очень важен. Все зависит от людей, к тому, к какой группе они относятся, чем они занимаются. Соответственно, они чаще всего именно такую позицию к трейдингу и озвучивают. Например, если человек продает облигации, либо продукты, связанные с облигациями, конечно, он вам будет рассказывать о том, что рынок рискован, да ни в коем случае, да давай купи облигации. Если человек занимается высокорисковыми операциями, ну там, например, Форекс, опционы, то, соответственно, он будет говорить, что риск под контролем, давай вот заниматься этим. То есть тут как бы каждый кулик хвалит свое болото. И поэтому, если вам нужно сформировать точку зрения, вы вначале внимательно посмотрите и подумайте, тот человек, который озвучивает, к какой категории он относится. Разумеется, если он, допустим, продает какие-то курсы или какие-то книжки об успешном успехе по инвестициям, то, соответственно, он будет говорить, что трейдинг это плохо, это опасно и все на нем теряют. Какие же есть способы для того, чтобы зарабатывать деньги на инвестициях? На инвестициях нужно быть профессионалом в этой сфере, нужно в нее верить и нужно, соответственно, ее отслеживать, быть в ней как акула в море. Вот, соответственно, то есть инвестиции, слишком частые сделки – это вещи несовместимые. Здесь другой приоритет. Здесь отслеживание бизнеса, как он развивается, растет, приносит прибыль. И поэтому те подходы, которые применяются в трейдинге, с моей точки зрения, они неприменимы там, где инвестиции. И наоборот, то, что используется в инвестициях, оно не подходит для трейдинга. Трейдинг – это другая сфера, которая связана с тем, что вы совершаете спекулятивные операции. Далее, бытует такое мнение, его даже часто озвучивают именитые финансисты о том, что по сути весь этот фондовый финансовый рынок, трейдинг – это все паразитирование и так далее. Я могу сказать следующее, что те люди, которые говорят подобные вещи, они либо не знают, либо не понимают современной экономики. И только поэтому они именно так и говорят. Потому что финансовый фондовый рынок – это важнейшая и неотъемлемая часть современной экономики. Он нужен изначально, когда он образовался, он нужен был для привлечения финансирования. Далее, когда он развивался, он оказался востребован для того, чтобы человек, который вложил деньги в бизнес, в акции, которые продаются на бирже, он в любой момент мог выйти и продать. То есть эта операция, она облегчалась. Далее, когда развивалась экономика, развивался социум, произошли изменения.
И фондовый финансовый рынок, и рынок деривативов стал использоваться для того, чтобы удерживать денежную массу. То есть это скопище, если говорить грубо утрированно, отработанных денег. Когда работает печатный станок, опять же, условно работает, это не значит, что он там напечатал свежие бумажки и их на вагоне куда-то отвезли и по магазинам раздали. Нет, это может быть покупка облигаций, это может быть предоставление поручительств, это может быть выкуп различных векселей, там, казначейских бумаг и так далее. Но смысл такой, что происходит увеличение денежной массы. Так вот, увеличение денежной массы потом в дальнейшем уходит в фондовый рынок и в рынок деривативов. То есть на текущий момент времени фондовый рынок и особенно рынок деривативов – это неотъемлемейшая часть мировой экономики, которая позволяет себе консолидировать и сдерживать денежную массу, которая выполнила свои функции в части экономического роста. Ее надо куда-то деть. И поэтому те люди, которые говорят, что вот там рынок там фьючерсов, опционов, это все, это спекуляции, это там эти паразиты, банкиры, трейдеры с Уолл-стрит, они, я считаю, либо неправы, они просто не понимают современную экономику, либо это какие-то чиновники, которые хотят стрелки перевести на определенную группу лиц. Потому что современная экономика, она требует финансового, фондового рынка и рынка деривативов для того, чтобы удерживать избыточную денежную массу. Далее, что касается спекуляций. Я много лет поработал в финансовой сфере, и меня, в общем-то, очень часто коробило. Я, конечно, ничего не говорил, старался не высказывать свою точку зрения, вести себя максимально политкорректно, как это сейчас в западном обществе принято говорить, или давать такую точку зрения. Но тем не менее, когда начинались разговоры, что вот там все эти спекуляции, это все паразитирование. Товарищ, ты работаешь в банке, ты тоже по сути занимаешься паразитированием. Ты не выращиваешь пшеницу, ты не выплавляешь железо, ты не производишь автомобиль. То есть как бы здесь вся современная экономика, если так вот грубо утрированно рассуждать, она является одним сплошным паразитированием. Потому что, согласитесь, мало кто из нас сейчас выращивает, допустим, кур, выплавляет сталь, выращивает пшеницу, собирает автомобили. Но сейчас другая экономика, сейчас все работает по-другому. Спекулянт имеет в этой экономике важнейшую функцию. Он создает ликвидность, он создает ликвидность, он позволяет крутиться маховику этого рынка. Рынок нужен для удержания избыточной денежной массы. Денежная масса нужна для того, чтобы крутился маховик современной экономики. Это просто основы, это азы. Те люди, которые говорят, что, да мы сейчас типа запретим или ограничим фьючерсы и опционы, или спекуляции, они просто, они слабо разбираются в работе современного финансового фондового рынка и текущей мировой экономики. Итак, друзья, мы с вами обсудили, что такое инвестиции, что такое трейдинг, почему на самом деле трейдинг и спекуляции это не зло, вопреки демагогии определенной группы лиц. Давайте теперь обсудим, что нужно сделать для того, чтобы добиться успеха в трейдинге, для того, чтобы зарабатывать на нем деньги и с него жить. Но здесь ситуация очень простая. Она не такая сложная, она не требует там посещения многочисленных семинаров там и так далее и тому подобное. Вы берете один инструмент, один инструмент, как в фильме «Снайпер» сказал, одна пуля, две мишени. И дальше вы начинаете оттачивать. Какой этот инструмент будет? Это абсолютно не важно. Это может быть акция Сбербанка, акция Газпрома, рубль-доллар, евро-доллар и так далее. И вы гоняете только один инструмент. Если вы занимаетесь инвестированием, то, конечно, если вы занимаетесь портфельным инвестированием, то есть это немножко урезанный вариант инвестирования, когда вы свои риски диверсифицируете между разными секторами экономики или между разными крупными компаниями. Здесь, в этой ситуации, конечно, нужно брать несколько компаний и, соответственно, их покупать. Но то, что касается спекуляций, здесь лучше использовать 1, 2, 3 инструмента, не более. Вот. Но 1, 2, 3, может быть 4. Начинать надо с одного инструмента, его гонять.
Дальше можно расширить сферу, но более 2-4 инструментов для интрадея или для свинг-трейдинга, то есть когда идет перенос позиций на несколько дней, я считаю это избыточным и совершенно ненужным. Распыление порождает риск непонимания. А когда вы перестаете понимать, вы теряете путеводную нить и несете из-за этого убытки. Итак, хотел бы резюмировать. Инвестиции – это, по сути дела, долгосрочные вложения, это все равно, что вы открываете свой бизнес. Трейдинг – это, конечно же, тоже бизнес, но это не бизнес, который связан, допустим, с производством машин, там, микросхем и так далее. Это бизнес, связанный с тем, что вы постоянно забираете с рынка прибыль, вы торгуете в плюс, вы создаете ликвидность путем того, что вы покупаете и продаете. И позволяете этому мировому маховику экономики и финансов вращаться, усиливаете его вращение. И при этом вы строите свою деятельность таким образом, чтобы понемножку срезать и чтобы к вам в карман каждый раз что-то откладывалось. Ну, по крайней мере, по результатам недели, если уже не каждый день. Далее, то, что касается зарабатывать там в трейдинге на финансовых рынках 1-2%. Здесь к подобным заявлениям надо относиться очень внимательно. Потому что человек, который их делает, он в любом случае, скорее всего, вас пытается либо куда-то вовлечь, либо снять с себя ответственность за вовлечение куда-либо. И поэтому, да, финансовые фондовые рынки, особенно трейдинг, это рискованно, но не так страшен черт, как его малюют. Если вы в вопросе профессионал, если вы этим занимаетесь, если вы систематично этим занимаетесь, то вы этот риск купируете. Хотел записать совсем коротенькое видео, буквально на 3 минуты, но в какой-то момент я понял, что здесь слишком обширная эта сфера, она очень сложная и неоднозначная, и поэтому я все-таки решил до конца высказать свою точку зрения. Вам решать, насколько принимать или не принимать мои слова близко к сердцу. В любом случае, я хотел бы, чтобы вы меня выслушали, и, исходя из этого, вы для себя приняли решение, что вам подходит, и чтобы это решение, оно вело вас к успеху и процветанию. Дорогие друзья, спасибо за внимание, удачи, успеха и всего самого лучшего.